Друзья, всем привет! Сегодня внезапно влог. Причем внезапно он в том числе и для меня, поскольку не планировал я сегодня оказаться в Припяти, не планировал я сегодня каких-либо съемок, но планы поменялись и такая возможность появилась, почему бы ей не воспользоваться. Стою я сейчас на речпорту, но речь пойдет сегодня не о нем. Мне достаточно часто спрашивают, вот за моей спиной дебаркадер, а что же там дальше? Вот о том, что там дальше, мы сегодня и поговорим. Пройдемся в ту сторону, пойдемся по всей набережной Яновского затона, по улице Огнева и посмотрим по сторонам. Думаю, хватит для вступления. Погнали. Ну и начнем мы с дебаркадера. Когда-то он использовался как плавучая пристань для ракет. Были такие суда, теплоходы на подводных крыльях, которые за 3 часа доходили из Припяти до Киева. В Советском Союзе они использовались достаточно часто. Отличались они немалой крейсерской скоростью, порядка 60-65 км в час. И в то же время они отличались какой-то неадекватно, непонятной, безумной просто прожорливостью. Например, вот эта посудина, рассчитанная всего на 64 человека, я говорю сейчас о ракете, на крейсерской скорости кушала порядка 102-103 литров солярки. И, естественно, после развала Советского Союза использование подобных судов прекратилось. То есть сейчас какие-то единичные случаи есть, но это исключительно экскурсионно-прогулочное за безумные деньги. Ну а сам дебаркадер находится в плачевном состоянии. Никто уже никогда с ним ничего сделать не сможет, он здесь останется навеки. Все дело в том, что Яновский затон после аварии был перекрыт дамбой, сейчас это озеро, совершать какие-то телодвижения по воде здесь уже, увы, физически просто невозможно. Многие, кто был в турах, кто был на экскурсиях, видели этот дебаркадер с пристани речного порта, а сейчас вот у вас есть возможность посмотреть на него практически в упор, вблизи. Идем дальше, и наша следующая цель – это профилакторий Солнечный. Вообще, профилактория сама по себе интересная штука, выдумана она была в 20-х годах 20 века, то есть это, можно сказать, порождение советской системы, и предназначались они для профилактики и, может быть, лечения трудящихся, то есть для поддержания здоровья трудящихся, чтобы трудящиеся могли трудиться больше. Извините меня за такой небольшой каламбур. Организовывались профилактории профсоюзами крупных предприятий. В Припяти таких предприятий было, соответственно, 2. Первое – это, конечно же, атомная электростанция, второе – завод «Юпитер». И именно сотрудники этих 2 предприятий имели приоритет на получение путевок в данный профилакторий. Хотя, я думаю, стоит уточнить такой момент, что в этот профилакторий также могли приезжать и приезжали жители всего Чернобыльского района. Внешний вид и внутренняя планировка данного здания в принципе абсолютно типичная для советских построек, для советских санаториев, для советских профилакториев. Небольшие двухместные, одноместные комнаты внутри, все комнаты с балкончиками и большая столовая. Весной 1986 года профилакторий готовился к новому сезону, однако
после аварии на Чернобыльской АЭС все дорогое медицинское оборудование было отсюда вывезено, а то, что представляло меньшую ценность, брошено как есть. Текущее состояние здания вы видите сами, оно достаточно плачевное. Погода плюс люди сделали свое черное дело. Вот поскольку я стою сейчас напротив профилактория Солнечный, то с другой стороны у меня находится недостроенный корпус хирургический. Недостроенный хирургический корпус. Туда мы тоже подойдем, поближе. Внутрь заходить не буду, а поближе подойду, покажу вам его. Вот. Кстати, говорят какие-то неизвестные люди в вечерних новостях, что с крыши этого здания офигенный вид. Не знаю, не проверял. Честное слово. Друзья, несмотря на то, что хирургический корпус это как бы уже не совсем тема моего влога, я не удержался от того, чтобы вам его показать, по той простой причине, что мне эта локация на самом деле очень нравится. Да, мы стоим уже в том месте, где улица Огнева заканчивается, здесь уже начинается улица Энтузиастов, которая идет прямо до автостанции, и из темы набережной нам осталось посмотреть только яхт-клуб. Что касается хирургического корпуса и вообще медсанчасти, надо понимать, что МСЧ это не одно здание, не два здания, это целый комплекс зданий, включающий в себя морг, инфекционное отделение, основное здание, стоматологическую поликлинику и много-много еще. И показать это в таком вот коротком влоге это нереально. На эту тему будет отдельное видео, в котором я более подробно и остановлюсь только и исключительно на МСЧ. Но хирургический корпус вот как бы у меня на пути, я думаю, почему бы мне, собственно, вам его не показать. И последняя локация, которую я хотел вам сегодня показать, однако по факту она выйдет предпоследней, это яхт-клуб. Да, был в Припяти и такой. И обратите внимание на одну интересную деталь. Несмотря на то, что скрывать это нет смысла, в городе мародерствовали достаточно сильно, почти все лодки остались на своих местах. Объясняется это тем, что все, что здесь находится, настолько загрязнено, что даже мародеры не рискнули к этому прикасаться. В среднем радиационный фон тут в 20-40 раз выше нормы, а местами это превышение достигает и 50 раз. 50-кратное преувеличение нормы. Я думаю, это одна из основных, если не единственная причина, почему, собственно, здесь ничего не тронули. А вообще место достаточно атмосферное и интересное, однако проблема в том, что оно не находится на туристическом маршруте и попасть сюда будет невозможно. И последнее место, которое я покажу вам в сегодняшнем видео, это танцплощадка города Припять. Я сам был на ней первый раз, давно хотел сюда дойти, но все как-то у меня не складывалось. И вот в этот раз, в эту прогулку у нас получилось сюда зайти. Все дело в том, что мы шли немножко другой дорогой, уже обратно от яхт-клуба. То есть туда мы шли по Огнево, обратно мы шли уже по Энтузиасту. В конце видео будет карта, я покажу все локации, которые мы сегодня посетили, чтобы вы понимали вообще теоретически, где мы находились. Вот. И, друзья, маленькое объявление напоследок. Я завел себе Donation Alerts, так что если у кого-то есть желание поддержать канал, ссылочка на это будет в описании. А на этом все. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, бейте в колокол и до встречи в следующее воскресенье. Всего вам и пока.